Приветствуем вас на канале Раиса Гориченко «Дача, сад, огород, цветы». И, как всегда, тему подсказывают наши зрители. А сейчас именно зрители северных регионов, где уже заморозки и где уже холодно. И они просят меня рассказать, как я высаживаю озимый лук, поделиться своим опытом и подсказать самые лучшие периоды в конце августа и в сентябре месяце, когда можно посадить озимый лук и получить хороший урожай. В первую очередь я хочу напомнить правила посадки озимого лука. Для того, чтобы высаживать озимый лук, и вот эти периоды, северяне, это вас касается, а позже уже в другие месяцы мы будем рассматривать и для средней полосы, и для южных регионов. Но правила посадки для всех одинаково. Итак, нужны специальные сорта или же гибриды, которые обладают высокой зимостойкостью. Заходите в интернет, ищите название и заказываете, или же идете уже в магазин и выбираете себе именно сорта-гибриды с такой высокой зимостойкостью. Ну вот я высаживала радар и сеншуй, мне очень нравятся эти гибриды, и, естественно, вам советую тоже высаживать именно не эти только, их много сейчас, подбирайте. Попробовала, сразу же скажу, что я пробовала обычные сорта наши высаживать в ноябре месяце. К сожалению, не всегда получается, особенно если зима вот такая прыгающая, то холод, то жара, и часть лука погибла, а то, что выросло, к сожалению, не было презентабельным и качественным. Поэтому в первую очередь, я даже, видите, первым вопросом это специальные сорта. Следующий момент. Нужно заранее подготовить почву. Если сейчас у вас еще время, грядку нужно подготовить заранее, минимум за 21-30 дней, для того, чтобы земля уже была вспахана и почва упрессовалась, улеглась, и была возможность уже высадить лук. Должна быть плодородная почва. И очень важный момент, что плодородная почва нужна для того, чтобы сформировать вот эту слабую корневую систему, которая занимает в почве незначительный объем в верхнем слое от верха, то есть от 0 до 25 сантиметров в слое почвы. Вот эта часть должна быть воздушной, хорошей, доброй, подготовленной основательно. И, естественно, должны быть хорошие предшественники. Снова же у нас особого выбора нету, поэтому где-то сидераты, где-то еще какие-то другие растения. Но нужно ускоренный севооборот для того, чтобы высаживать лук в благоприятные вот эти почвенные грядки. И еще один важный момент, я его написала третьим. Почему? Потому что если вы, дорогие уважаемые южане, возьмете и высадите лук в сентябре, а температура почвы будет еще высокая, и воздуха, естественно, то вы просто-напросто погубите лук. Это для начинающих. Температура почвы должна быть плюс 5 градусов, не выше. Это у нас обычно на юге в ноябре бывает. Этот год будет особый, поэтому будем следить за прогнозами синоптиков, наблюдать за космической ситуацией, и мы об этом будем с вами говорить, и я обязательно вам буду сообщать, что я делаю, когда я делаю, и почему я это делаю. Далее, подготовьте заранее удобрения и защиту от луковой мухи, потому что многие в этом году пострадали именно от луковой мухи, не успевали выполнить какие-то агроприемы для того, чтобы избавиться от этого вредителя. Поэтому заготовьте заранее, уже до посадки, табачную пыль и горчицу. Вот эти две вещи важные, два продукта, они есть в магазинах и сейчас доступны, и доступная цена, и доступны практически в всех семейных магазинах. И обязательно подготовите, вы спрашиваете меня про то, какие я удобрения использую. Я использую уже несколько лет мясокостную муку, рыбную муку
и кормовые дрожжи, потому что здесь как раз очень много есть фосфора, калия, других нужных микроэлементов для того, чтобы хороший лук вырос, для того, чтобы корневая система хорошо сформировалась. Вот это очень важно, вот эти вещи сделать заранее. Когда у вас уже это все будет, вы, естественно, уже будете готовы. Очень короткие сроки, если будут погодные какие-то аномалии, можно вот это все быстро сделать. И еще один важный момент. Когда вы покупаете лук, вы можете заранее это сделать. У меня просто была возможность в прошлом году с утра это сделать и высушить до посадки, потому что мы не поливаем землю, когда высаживаем озимый лук. И лук должен быть сухой. Это уже холодно, неудобно для рук и неудобно для лука. Поэтому купили лук, вот эти саженцы, луковички, обработайте в течение 15-20 минут, подержите в марганцовке, в растворе марганцовки или триходермина. Если у вас есть какие-то другие возможности, тот же фитоспорин или же еще что-то, обработайте заранее, высушите, чтобы потом в момент вот этой быстрой посадки мы смогли быстренько справиться с посадкой. Потому что погодные условия будут разнообразными, будут резкими, и мы должны с вами заранее подготовиться. Ну что ж, я вам подсказала, что нужно сделать для того, чтобы подготовиться к посадке. И еще посадку я провожу, сразу же отвечаю на вопросы, провожу посадку лука в рядах, я делаю по 2 ряда, между рядами 35 сантиметров, и дорожка идет, и луковицы высаживаю на расстоянии 15 сантиметров. Я сразу высаживаю вот эти гибриды, которые мощные растут, мощная корневая система и занимают много места своими листьями, и затем формируется большая луковица. Поэтому уделяю внимание именно посадке и такой посадке, и причем у меня не выпадает лук очень редко. Бывает, что лучок не принялся, что-то с ним случилось. И глубина посадки это 4-5 сантиметров. Не больше и не меньше. Ну вот я ответила на ваши вопросы, а теперь давайте рассмотрим лучшие дни для того, чтобы в августе, в конце августа посадить лук и затем в сентябре. Северяне, смотрите, как хорошо телец подготовил для вас подарок. Если весной у нас было очень короткое время в плодородном тельце, то сейчас просто буквально вот эти подарочные дни в августе 2021 года для северных регионов. И еще раз делаю акцент. Время московское. Хорошее время, 3-я фаза Луны, 27 августа с 9 часов начинается период до конца суток. 28 августа все 24 часа, 29 августа с 0 часов и только до 17 часов. Вот это такой хороший длительный период именно в Тельце. Идем в сентябрь сразу же, и в сентябре рассмотрим эти вопросы, потому что есть вопросы у меня от тех, кто собирается куда-то уехать, и нужно тоже посадить озимый лук. Время, напоминаю, московское, и в сентябре начинается этот период. Один день только во Льве. Лев, кстати, покровительствует луку, убывающая луна. 4 сентября все 24 часа. Затем все уже, вот там есть космическое событие, которое урезает время Льва. Зато снова Телец, смотрите, какая прелесть, снова подарки. Но это больше уже для тех регионов, которые, это средняя полоса. Вот смотрите, возможно, и южане пригодится нам этот график, пока наблюдаем за тем, что происходит у нас в небе, и какая будет у нас синоптическая ситуация. Итак, Телец, убывающая луна. 23 сентября с 16 часов хорошее время для посадки озимого лука и до конца суток. 24 сентября все 24 часа и 25 сентября с 0 часов и до 15 часов дня. Вот такие замечательные периоды для посадки озимого лука. Я ответила на ваши вопросы, а мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, авторы канала, желаем вам удачи, удачной посадки, хорошей, благодатной погоды и всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале.